Глава 72. Его слова заставили селяне на миг остановиться, но принц не обернулся, махнув рукой, он все-таки пошел вперед. Вернувшись в столицу Синьлэ, селянь первым делом направился в императорский дворец. Он и сам не знал, зачем пошел туда. Ведь вовсе не для того, чтобы повидаться с родителями. И не только из-за правила о том, что небожителям запрещается самовольно являться смертным. Более весомая причина — с течением лет он все сильнее отдалялся от дома, не зная, о чем ему говорить с родителями. В этом, наверное, похожи все сыновья и дочери под небесами. Поэтому принц скрыл свою сущность и, обойдя до боли знакомые уголки императорского дворца, не приметил нигде его величества государя, и потому направился во дворец Цефэн, где, наконец, увидел и отца, и матушку. Родители о чем-то разговаривали, отпустив слуг. Государыня сидела на краю кушетки и растерянно поигрывала в руках золотой маской, той самой, что селянь надевал 3 года назад на шествие в честь жертвоприношения небесам во время праздника фонарей. Черты и выражение лица маски, вышедшие из-под умелой руки мастера, в точности повторяли облик самого селяня. Поэтому, надевая маску, принц не ощущал дискомфорта. Однако, увидев ее в чужих руках, селянь почувствовал себя жутковато. Государь, который сидел рядом, произнес: «Довольно играться с ней. Положи и скорее подойди помять мне голову». В присутствии других людей государь и государыня до последней мелочи соблюдали все надлежащие правила, однако селяню с детства виделось яснее ясного: его родители в отсутствие зрителей, обыкновенная супружеская пара, которые частенько ворчат друг на друга. Государыня, как было велено, положила маску, села рядом с мужем и начала разминать ему виски, как вдруг провела рукой по волосам государя и сказала: «Седых прядей снова прибавилось». Селянь пригляделся и в самом деле увидел, что виски отца чуть посеребрила седина, нежданно прибавив мужчине возраста. Принц подумал, но ведь отец совсем недавно приходил в монастырь Хуанцзи за благословением. И тогда его волосы все еще были черными, почему же вдруг поседели? Государыня взяла зеркало, чтобы передать его мужу, однако государь ответил: «Не нужно, не нужно. В следующий раз, перед отправкой на гору Тайцан, снова покрашу седину в черный». Лишь теперь селянь осознал, так его волосы поседели не за эти дни, а задолго до этого. Но каждый раз, отправляясь ко мне, он красил их черной краской. А я целыми днями выслушивал молитвы верующих, носился по делам, выбиваясь из сил, и крайне редко приходил навестить их, поэтому ничего не замечал. Когда к принцу пришло осознание, он испытал невыносимый стыд. К его огромному облегчению, сейчас родители не могли его увидеть. Государыня, разминая супругу голову, принялась ворчать: «Я каждый день прошу тебя ложиться спать пораньше, а ты меня не слушаешь, и еще говоришь, что я тебя все время отчитываю. Видишь, как теперь некрасиво. Если покажешься нашему сыну таким, он и вовсе не захочет с тобой видеться». Государь недовольно хмыкнул: «С той поры, как твой царственный сын повзрослел, он стал самостоятельным и уже тогда не хотел со мной видеться». Несмотря на свои слова, мужчина все-таки украдкой заглянул в лежащее на краю кровати зеркало и пробормотал: «И вовсе не так уж некрасиво. Лицо ведь прежнее». Селянь невольно остолбенел. Он никак не ожидал увидеть отца со стороны, которую тот скрывал от сына, а оказывается, за его спиной отец насмешливо ругал его. Принц не смог удержаться от улыбки, как и государыня, которая, сдерживая смех, сказала: «Ну хорошо, хорошо. Ничего некрасивого. А все же здоровье важнее дел государственных, сегодня пойди спать пораньше». Государь покачал головой: «Я не могу отдыхать. В последнее время многие жители Юнани бегут в столицу. Пришли, так пришли, но зачем же повсюду шуметь? Из-за них народ охвачен тревогой. Ситуация не из простых». Так, значит, отец посидел как раз из-за случившейся в Юнани засухи. Сердце селяня сжалось от необъяснимого и очень неприятного чувства. Государыня кивнула: «Я слышала. Жунер сказал, что он тоже повстречал одного беженца из Юнани.
Говорят, он хотел украсть деньги из храма. Как страшно, государь сосредоточенно произнес: да, это пугает. Если беженцев наберется лишь пара десятков или сотен, пусть приходят. Но вдруг явится несколько сотен тысяч, которые начнут вот так носиться по столице. Последствия даже представить невозможно. Государыня, задумавшись, ответила: возможно, ничего страшного не случится. Если они будут вести себя порядочно и законопослушно, то пусть остаются, раз пришли. Государь ответил: разве может правитель государства рисковать, полагаясь на такие слова, как «возможно, ничего не случится»? Тем более ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они явились сюда. Приютить еще несколько человек — это не так просто, как положить на стол еще несколько пар палочек. Процесс весьма сложный. Ты в этом не понимаешь, так что лучше не рассуждай. Хорошо, не буду. Все равно я ничего не смыслю в том, о чем ты говоришь. Если бы наш сын был здесь, он, по крайней мере, мог бы разделить с тобой эти заботы. Государь вновь хмыкнул: он то, что может сделать. Не добавлял бы мне хлопот, и на том спасибо. Как только речь зашла о селяне, государь снова взбодрился для разговора, и я уж не стану говорить, что твой царственный сын, почти 20 лет от роду, воспитывался словно принцесса. Даже если он узнает, пользы не будет, только забот прибавится. Пускай себе летает по небесам и занимается своими делами. Лучше ему ничего не знать. Теперь он больше не наследный принц, мирские дела его не касаются. Если любит летать, пусть налетается вдоволь. Пока селянь молча слушал, как отец с большим воодушевлением его попрекает, государыня с улыбкой толкнула супруга: теперь опомнился, раз называешь его принцессой. Разве не ты с самого детства эту принцессу разбаловал? Или отмахнешься от своей вины и на меня напраслину возведешь? Она вдруг вздохнула: во всем наш сын хорош, только вот о родных забывает. Он так вел себя еще во время обучения в монастыре Хуанси, мог по несколько месяцев домой не приезжать. А теперь вознесся, и стало еще хуже, за 3 года ни разу с ним не свиделись. И не знаю, когда сможем. Стоило ей начать жаловаться, как государь, напротив, стал заступаться за селяня: что ты, женщина, можешь понимать. Советник сказал: таковы правила небесных чертогов. Разве можно его навещать, как простого смертного? Если будешь просить сына вернуться домой, только окажешь ему дурную услугу. Государыня поспешно добавила: я же просто так это говорю. Я не стану высказывать ему такие требования. Затем вновь обратилась сама к себе: можно ведь и на изваяние поглядеть, почти то же самое, его статуи у нас повсюду. Селянь слушал их уже довольно долго, и в груди его защемила тоска, а в горле будто бы что-то застряло, да так неприятно, что, казалось, принц больше этого не вынесет. Но и показаться сейчас он не мог. Вовсе не из страха нарушить правила небесных чертогов, а потому, что не знал, что сказать, явившись им. Что касается вопроса о Юнане, пока даже селянь не мог предложить дельного решения. А если внезапно появится, лишь добавит суматохи родителям. Принц быстро покинул императорский дворец и вышел на улицу. Лишь после нескольких глубоких вздохов он смог успокоить чувства. Придя немного в себя, принц вновь воодушевился и решил, что действовать все же лучше, чем думать и вздыхать понапрасну. Сложив пальцы в простом заклинании, он обернулся младшим монахом в белых одеяниях и пробежался по столице, наблюдая и делая записи. Целый день селянь бегал из стороны в сторону, после чего, наконец, пришел к окончательному выводу. Уровень воды во всех озерах и реках, что находились на территории столицы, в самом деле уменьшился в сравнении с прошлым. Во время обучения в монастыре Хуанси принц не раз спускался с гор на прогулку, и когда пересекал на лодке самую крупную реку государства Синьлэ, реку Лэ, вода в ней лишь немного не доставала до края прибрежной насыпи, теперь же река плескалась на несколько чи ниже. Кроме того, жители столицы говорили, что случилось это вовсе не за последнее время, а уже довольно давно. Прежде селянь не придавал тому особого значения,
но теперь, обратив внимание, начал замечать всевозможные признаки, которые приводили его в ужас. Вначале он еще сохранял надежды на то, что Муцин ошибся в своем докладе, и потому решил во всем удостовериться лично. Теперь же принц не мог не признать, Муцин, как и всегда, не дал ему повода разочароваться в помощнике. Убедившись в данном обстоятельстве, Селянь в растерянности стоял на берегу реки, будто о чем-то задумался. Время от времени мимо него сновали прохожие, кто-то мягко улыбался и кивал, кто-то с любопытством пялился, но в большинстве своем люди просто с радостью занимались своими делами. Неизвестно, сколько он так простоял, пока на небе не собрались тучки, а после вокруг зашумели капли, закапал мелкий дождь. Прохожие, прикрывая головы, подняли глаза к небу и заголосили: «Вот ведь не повезло! Дождь пошел, скорее бежим домой, да уж, терпеть не могу дождь», капли застучали по лицу и одежде селяня. Тогда он, наконец, опомнился и спросил сам себя. Пошел дождь, жители столицы при первых каплях дождя старались как можно скорее где-то укрыться, но лишь небесам известно, сколько людей на другом конце государства Синьлэ прямо в этот момент молили о скорейшем ливне. Несколько человек, пробегая мимо с зонтами, увидели, что селянь мокнет в одиночестве, и потянули его за руку, поторапливая: «Молодой датчан, что же вы стоите? Бегите скорее! Дождь усиливается!» Селянь растерянно побежал вместе с ними, пока они не добрались до длинной крытой веранды. Люди сложили зонтики и весело расхохотались. «Как хорошо, что сегодня мы увидели, что будет облачно, и прихватили с собой зонтики. Иначе промокли бы до нитки, давно уже не было дождя, наверное, долго собирался. Смотри, как льет, ай-яй, ты погляди, и правда, пошел сильнее. Сейчас превратится в ливень», крупные капли падали на землю, разбиваясь брызгами во все стороны. Теплый и сердечный тон, которым вели свои разговоры те прохожие, заставил селяня еще сильнее ощутить, что это место, где он родился и вырос, что это его народ, который был ему прекрасно знаком. Пока они так разговаривали, дождь начал постепенно стихать, и прохожие заметили: «Давайте, пока он стих, поскорее пойдем». Договорив, они раскрыли свои зонтики и вышли из-под крыши. Селянь же остался стоять на месте. Люди обернулись на него, о чем-то посоветовались, после чего один из них вернулся и протянул свой старенький зонтик, вежливо обратившись: «Молодой датчан, вам предстоит слишком долгий путь, чтобы идти по дождю, верно? Как видно, дождь пока довольно сильный, может, возьмете этот зонтик в дорогу?» Селянь, наконец, отвлекся от раздумий и ответил: «Премного благодарен». «А как же вы?» — люди впереди заверили, уговаривая: «У нас еще есть зонты, можем потесниться под одним». «Пошли, пошли», услышав, как его поторапливают спутники, мужчина вручил зонт в руки селяню и убежал. Люди громко зашлепали по лужам и удалились, а селянь еще немного постоял, сжимая в руках зонт. Как вдруг он увидел впереди, вроде как неподалеку, неприметную кумирню, сразу же раскрыл зонт и направился к ней под дождем. Принц подошел ближе и обнаружил висящие справа и слева от ворот парные надписи «Дуйлянь», гласящие: «Тело пребывает в страдании, и душа пребудет в блаженстве». Это окончательно помогло убедиться, что кумирня — храм наследного принца. Разумеется, невозможно было представить, что среди 8000 храмов и монастырей, построенных за 3 года, каждый будет отличаться такой же роскошью и великолепием и также повергать людей в изумление, как храм на горе Тайцан. Немало было и таких, построенных выходцами из простого люда, жаждущих присоединиться к всеобщему обожанию и прибавить принцу число храмов. Здесь не собирали пожертвования, не было здесь и служителя. Только установили статую из глины, да поставили несколько подносов, на которых лежали сладости и фрукты. Желающие иногда заходили, чтобы здесь прибраться, кто угодно мог в одиночестве прийти сюда и получить храм в свое распоряжение. И здесь, в неприметном уголке, спрятался один из таких вот неприметных храмов наследного принца. Еще не переступив порог, селянь увидел внутри божественную статую, которую можно было назвать по-детски наивной. Пестрые цветастые одеяния, будто мукой выбеленное лицо, глуповатая широкая улыбка, она почти походила на большую куклу.
Если бы не тяжесть на сердце, Селянь наверняка рассмеялся бы при виде статуи. За 3 года Селянь повидал, если не 5, то как минимум 3000 изваяний наследного принца, но ни разу не встречал такого, чтобы в точности походило на него самого. Самые близкие к оригиналу обладали схожестью примерно на 2/3, остальные — либо чересчур уродливые, либо чересчур прекрасные. Изваяния других божеств в большинстве выходили ужасно некрасивыми, а вот с принцем все получилось совершенно наоборот. Некоторые отличались даже несколько женственной красотой, были настолько прекрасны, что даже самому принцу становилось неловко. Он вовсе не собирался внимательно рассматривать глиняную статую, лишь пробежал по ней глазами, как вдруг уловил внезапный мазок белоснежного сияния и потому вновь перевел взгляд на изваяние. В левой руке грубо изготовленная глиняная статуя наследного принца держала белоснежный цветок. Невыразимо нежные лепестки сверкали чистейшей белизной и блестящими каплями росы. В воздухе витал едва-едва ощутимый тонкий аромат, который придавал этой картине чрезвычайного очарования. Образцовые статуи наследного принца Синьлэ изображались с мечом в одной руке, с цветком в другой, однако цветы в их руках, разумеется, представляли собой изделия исключительно тонкой работы из золота, драгоценных камней или нефрита. Селянь впервые видел в руках своей божественной статуи живой цветок, поэтому не удержался от того, чтобы подойти ближе. Лишь приглядевшись, он заметил, что глиняная статуя первоначально должна была держать именно глиняный цветок. Но, возможно, цветок выпал от недостатка мастерства скульптора, а может, его сломал кто-то из желания сыграть злую шутку, и теперь в левой руке осталось лишь маленькое отверстие. Белый цветок поместился как раз в эту маленькую дырочку. Если кто-то и впрямь специально сорвал его для того, чтобы заполнить пустующую левую руку глиняной статуи, это был жест поистине чуткой заботы. Стоило принцу подумать об этом, как послышались чьи-то торопливые шаги. Не оборачиваясь, Селянь сначала скрыл свою сущность, затем, все так же сжимая в руках зонтик, легко воспарил и приземлился на божественный постамент. Лишь после этого принц обернулся и увидел, что сквозь серую завесу дождя в храм влетел совсем молодой мальчишка. На вид ему было 12-13, запачканная старая одежка промокла до нитки, как и сам мальчик. Лицо его скрывали грязные бинты, а правой рукой он старательно прикрывал сжатую в кулак левую, будто бы что-то оберегая. Мальчик стремительно вбежал в храм и только здесь осторожно раскрыл руки. На его ладони тихо расцвел совсем маленький белоснежный цветок.